Путин грозит Украине еще более разрушительными ударами и рассказывает о неких экзотических предложениях Киева. Лавров снова объясняет, почему Москва не собирается прекращать войну, а Медведев добрался до россиян, которые не согласны с Кремлем и уехали из страны. Кит Келлог снова в Украине, встретился с Владимиром Зеленским. Говорили о поддержке страны и потребностях в патриотах. Торговая война между США и Канадой набирает обороты. Карни говорит: доллар за доллар. Есть ли еще шанс договориться? Иран обещает ответить каждой стране, которая присоединится к санкциям США. А Грузия отказалась поддержать новые санкции Евросоюза против Ирана. Быстрее Усейна Болта, но на специально удлиненных ногах. Китайский гуманоид пробежал 100-метровку за 9,39 секунды, побив человеческий мировой рекорд. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Владимир Путин после съезда «Единой России» дал эксклюзивное интервью кремлевскому каналу «Россия-1», в котором вновь оправдывал массированные российские удары по украинским городам. Атаки на Киев, другие города и порты он назвал эффективными и заявил, что они якобы помогают российским войскам на фронте. Конечно, они эффективны, эти удары, они своевременными являются. И, безусловно, это помогает нашим бойцам, нашим ребятам, героям нашим на фронте решать стоящие перед ними боевые задачи. Почему? Да потому что это нарушает возможности доставки техники, боеприпасов, ротации кадров на линии боевого соприкосновения. Это нарушает возможности оборонно-промышленных предприятий совершенствовать оружие, а совершенствование это происходит при прямом участии, не только поддержке, а при прямом участии западных спонсоров. И, безусловно, это самым прямым и позитивным с точки зрения достижения военных результатов сказывается на ведении боевых действий. Он утверждает, что попытка Киева нанести ущерб российской экономике провалилась и фактически обещает новые, более разрушительные удары по украинской логистике и ключевым отраслям экономики. Это, конечно, результат очередной авантюры киевского режима и его западных кураторов, которые задумали нанести еще одно стратегическое поражение России. На этот раз, как известно, за 40 дней и с помощью массированных ракетных ударов и БПЛА по нашим гражданским объектам и по логистике. Была публично заявлена цель разрушения целых отраслей экономики нашей страны, подрыв единства нашего народа и сплоченности российского общества. В общем, цель – это доведение России до развала, о чем они давно мечтают, и о чем они постоянно говорят. 5 августа, как известно, этот 40-дневный срок истек. И что возникает вопрос? Каков результат? Конечно, удары по гражданским, фактически незащищенным объектам, и, что особенно важно, по гражданским людям, наносят экономический ущерб нашей стране, приводят к потерям. А потеря каждого человека, я хочу это подчеркнуть, потеря каждого человека – это всегда трагедия. Для семьи, для близких и для всей страны. Мы хорошо знаем, что нацисты времен Великой Отечественной войны, Второй мировой войны и неонацисты сегодня испытывали и, судя по всему, испытывают особое удовлетворение, удовольствие, совершая подобные преступления. И мы видим, что эти преступные деяния продолжаются. Но все-таки конечный результат для противника оказался прямо противоположным ожиданиям. Разумеется, никакого перелома в противостоянии с Россией не могло произойти и не произошло. Никакого преимущества киевский режим и его хозяева не могут получить. Не получили и никогда не получат. Киевский режим поставил своей целью нанести ущерб нашей экономике. Что он сделал? Он сам открыл этот ящик Пандоры. Ну что ж, получите ответ по вашим наиболее чувствительным отраслям экономики, которые, честно говоря, и так дышат на ладан. Это
кстати, касается и сельхозпроизводства, от экспорта продуктов которого киевский режим получает основные доходы. Далее. Вы хотите нарушить нашу логистику? Можем мы обратиться с этим вопросом к противнику. Ну что ж, ответные действия не заставят себя долго ждать. Получите. При этом действия армии России, конечно, гораздо более чувствительные и гораздо более разрушительные. Я неоднократно говорил, ответ всегда будет. И самое главное, действия противника никак не отразились на положении дел на фронте. Путин также утверждает, что Киев якобы через посредников ищет выход из ситуации и пытается избежать ее катастрофического развития. При этом он отвергает переданные Москве. Именно поэтому сегодня киевские власти через посредников, мнение которых мы, безусловно, уважаем, пытаются выйти из сложившейся для них ситуации, которые сами же, хочу подчеркнуть, сами же и спровоцировали. Киевский режим пытается не допустить этой ситуации катастрофического развития. А тенденции такие, судя по всему, просматриваются. Вместе с тем, предложения, которые до нас доводятся, носят подчас, я бы сказал, экзотический характер и являются неприемлемыми. Мы всегда готовы к диалогу о мире, но только на основе реалий, складывающихся на земле. Не могу не уточнить, а что это за экзотические такие предложения? Вы знаете, мне бы сейчас не хотелось об этом говорить и в детали опускаться, потому что это такой зондаж по разным направлениям возможных договоренностей. Они так или иначе звучали и раньше, но теперь в этой ситуации подаются по-своему. Но забегать вперед и говорить о том, что могло бы быть положено в основу возможных договоренностей, пока преждевременно. Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Москва не согласится на прекращение огня без политических договоренностей. Он вновь обвинил Запад в срыве переговоров 2022 года и утверждает, что перемирие даст Украине время на перевооружение. Большинство наших граждан понимает, за что мы воюем. И вроде бы и хочется, как некоторые говорят, поскорее, чтобы все вернулось, чтобы не бояться беспилотников. Но оставить нацистский режим у власти, а именно этого сейчас добиваются Запад, и умоляет об этом Зеленский, дескать, давайте перемирие, никаких политических договоренностей не надо, и вот тогда мы уже будем обсуждать дальнейшее. Так не будет. Так было в 2022 году, в апреле, когда сами украинцы на переговорах в Стамбуле предложили нам концепцию регулирования, и мы ее приняли, и она была парафирована. А потом бывший тогдашний британский премьер Борис Джонсон приехал и запретил им это делать. Он тут недавно давал интервью и сказал, я ничего не запрещал, я просто им сказал, ребята, если вы решите воевать, тогда мы с вами. Он врал. И сейчас в целом ряде западных изданий опубликован длинный перечень конкретных фактов, когда и британцы, и голландцы, и американцы говорили Украине, ничего не подписывайте, воюйте, мы будем с вами, и мы победим. И если бы вдруг состоялся сценарий, которого хочет Запад и которого хочет Зеленский, а именно перемирие, а потом разговоры. Мы уже подписывали перемирие вот в ходе упомянутых мной переговоров в Стамбуле в апреле 2022 года, когда Макрон звонил Путину, Владимир, вот хорошо, что у вас есть там наметки на достижение компромисса, но чтобы их реализовать, отведите войска. Мы отвели. Вы знаете, чем это кончилось? Кончилось тем, что они не стали подписывать документ. Но если сейчас вот замереть на линии боевого соприкосновения, это означает только одно, что опять, так же как Минские договоренности были подписаны, чтобы накачать Украину оружием, в чем признались подписывавшие их канцлер ФРГ и президент Франции, сделают то же самое. И накачивать оружием будут режим, который
продолжают откровенно проводить нацистскую политику. И будут там разворачивать какие-то стабилизационные силы. С этой идеей Макрон носится, и англичане. Немцы тоже изучают такой вариант. Что это будет означать? Это будет означать, что мы дадим согласие на перемирие при сохранении по ту сторону линии боевого соприкосновения нацистского режима, единственного режима в мире, который законодательно запретил целый язык, не говоря уже о том, что это официальный язык ООН, в сфере образования, средств массовой информации, культуры, везде, который запретил Украинскую православную церковь каноническую. И, то есть мы, вот те метастазы нацизма, которые в последние годы прорастали в Европе и дошли до Украины, мы через это перемирие мы нацистские метастазы будем укреплять и позволять им развиваться дальше. Это будет предательство того, что сделали наши деды, прадеды, победив нацизм, как нам тогда казалось, навсегда, но он оказался живучим. В Москве на съезде «Единой России» Дмитрий Медведев фактически заявил о намерении продолжать захват украинских территорий, пообещав, что их в составе России будет все больше и больше. Ведь наши враги, по сути, это агрессивные, циничные негодяи. Они были уверены, что смогут легко сломить нашу страну и наших людей. Для этого, как они, видимо, полагали, достаточно выставить против России поклоняющегося останкам нацистского отребья наркомана и его банду христопродавцев. А итог видят все, в том числе наши больные русофобией друзья. В этой самой стране, которую принято теперь называть «Страна 404», уже исчезла половина населения и 20% случайно оказавшихся у них территорий. Уверен, в России возвращенных территорий будет все больше и больше. И наша доблестная армия это постоянно подтверждает. Медведев не обошел вниманием и сограждан, которые не согласны с политикой Кремля и после начала войны уехали из России. И еще о тех, кто добровольно, по собственной воле, проводит в жизнь эти человеконенавистнические идеи, прежде всего в западном мире, конечно. О предателях, отщепенцев, которые разбежались по тихим углам, как тараканы, и, прозябая там в изгнании, обреченные на тоску и, во многих случаях, утрату сытой жизни, жалко тявкают на нашу страну, желая ей поражения в войне. Только вдумайтесь, их страна воюет, как бы они там себя ни называли, гибнут солдаты и мирные жители, а они желают смерти своей стране. Прощения таким мерзавцам нет и быть не может. Еще Салтыков-Щедрин когда-то написал: «Негодяй прибудет негодяем, а предатель предателем». И может это выглядит негуманно, но право на возвращение в родную страну у таких предателей быть не должно. Никакое покаяние тут не поможет. Кит Келлог снова в Украине. В Киеве американский генерал в отставке и бывший специальный представитель президента США встретился с Владимиром Зеленским. До этого Келлог побывал в Одессе, где посетил морской торговый порт, а в столицу приехал для участия во всеукраинском форуме ветеранов. На встрече с Зеленским говорили об усилении российских ударов по украинской инфраструктуре и гражданским объектам. Главный вопрос – защита от баллистических ракет. Украина вместе с европейскими странами работает над собственной системой противоракетной обороны. Однако на ближайшую зиму Киеву прежде всего нужны дополнительные ракеты-перехватчики для комплексов Patriot. Зеленский подчеркнул, Украина готова их покупать и рассчитывает на помощь партнеров с поставками. Келлог последовательно выступает за продолжение поддержки Украины и в последнее время говорил, что ситуация в войне постепенно меняется в пользу Киева. Торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что Вашингтон пока не планирует новых переговоров с Канадой. Об этом он сказал в интервью Fox News после провала попытки заключить торговую сделку. С
субботы США ввели 50% пошлины на канадские товары примерно на 20 миллиардов долларов. А Оттава пообещала ответные тарифы с 8 сентября. Грир обвинил Канаду в ответных торговых мерах и заявил, что американская сторона предлагала ей более выгодные условия по стали, автомобилям и пиломатериалам. Сложно сказать. Новых переговоров с канадцами у нас не запланировано. Мы продолжаем принимать меры в ответ на действия Канады. Напомню, когда президент Трамп начал проводить торговую политику, направленную на возвращение производства в США и защиту американских рабочих мест, только две страны ответили Соединенным Штатам — Китайская Народная Республика и Канада. А Канада активно торгует с Китаем? Да, активно. И они продолжают принимать ответные меры. После года таких действий мы сказали «хватит» и приняли свои контрмеры. Наша задача — защитить американских работников и американские цепочки поставок. Мы предлагали канадцам двигаться вместе с нами по этому пути, существенно снизить для них пошлины на сталь, автомобили и даже пиломатериалы, то есть на продукцию, которая для них особенно важна. У них всегда были самые выгодные условия, и они могли получить еще более выгодную сделку. Но они этого не захотели. Канада принимает торговый бой. После провала переговоров с Вашингтоном Марк Карни объявил: Оттава ответит на новые американские пошлины доллар за доллар. С 8 сентября под канадские тарифы попадут американская сталь, молочная продукция, бытовая техника, сельхозоборудование и электроника. Карни заявил, что США в последние часы переговоров пытались ограничить Канаду в заключении торговых соглашений с другими странами. На это Оттава не согласилась. Канада ответит на новые пошлины Вашингтона в том же объеме, доллар за доллар, чтобы защитить канадских работников, фермеров, семьи и бизнес. Наши ответные меры будут сосредоточены на таких отраслях, как сталь, молочная продукция, бытовая техника, сельскохозяйственное оборудование, целлюлозно-бумажная продукция и электроника. Они также затронут товары, которые сейчас облагаются необоснованными пошлинами, в соответствии с разделами 232 и 338, это точечный ответ, направленный на защиту наших отраслей и создание для них условий для конкуренции с американскими товарами на канадском рынке. В ближайшие дни мы объявим подробности новых тарифных мер. Они вступят в силу во вторник после Дня труда, 8 сентября. Что касается конкретики, приведу 3 примера. Во-первых, автомобильная промышленность. Речь шла как об уровне пошлин, так и о том, как учитывать канадскую составляющую. Канадские комплектующие, канадскую сталь и другое канадское содержание в автомобилях. Также обсуждалось, на какие именно машины распространяются пошлины. Американцы хотели ограничить их только легковыми автомобилями и легкими грузовиками, не включая средние и тяжелые грузовики. Это очень существенное изменение. Например, новый план Ford в Оквилле предусматривает производство F-350, F-450 и F-550. Они оказались бы исключены. То же самое касается GM Silverado. В последние часы Соединенные Штаты предприняли попытки ограничить нашу возможность заключать другие торговые соглашения. Вы только что слышали, чего мы добились за последний год. 20 новых соглашений, экономические партнерства и партнерства в сфере безопасности. У нас есть перспектива удвоить доступ к рынкам, потому что мы верим в свободную торговлю. Во многих отношениях мы являемся предпочтительным партнером для стран по всему миру. Американцы хотели это ограничить. Они предлагали формулировки, которые ограничивали бы наши возможности. Для нас это неприемлемо. Они просили нас вместе с ними ввести пошлины против других стран? Такие элементы были в том числе применительно к отдельным отраслям. И чтобы было понятно, в некоторых случаях мы видели в этом смысл. Если бы это было частью всеобъемлющего соглашения, отвечающего интересам Канады. Например, если у вас интегрированный автомобильный рынок, и вы хотите иметь интегрированный рынок стали и связанный с ним рынок алюминия, а также если и у нас, и у американцев есть опасения по поводу нерыночных экономик или транзита стали через третьи страны, тогда согласование действий имеет смысл. И я бы сказал, что в рамках комплексной сделки мы были бы готовы на это пойти. Но это должно быть наше собственное решение, принятое исходя из наших общих интересов, а не ситуация, когда нам указывают, что делать, или ограничивают наши возможности действовать иначе. Почему сегодня складывается впечатление, что Марк Карни идет на войну, торговую войну? Почему такой тон? Потому что на нас напали. Вы оказываетесь на войне, когда на вас нападают. На нас напали. США ввели 30% пошлины, и мы ждали, пока Соединенные Штаты действительно начнут применять эти так называемые тарифы по разделу 338. Хорошо. У нас есть резервы, у нас есть устойчивость, у нас есть план, у нас есть четкая цель. Мы ответим. Мы сосредоточимся на том, что можем контролировать, и будем строить дальше.
Премьер Онтарио Даг Форд поддержал решение Карни отказаться от сделки с Вашингтоном и призвал отвечать на американские тарифы доллар за доллар. По его словам, Канада должна использовать все доступные рычаги давления и действовать сообща. А о самом Дональде Трампе Форд высказался еще жестче. Президенту Трампу нельзя доверять. Все настолько просто. Он меняет условия сделки. Он постоянно меняет правила игры. Знаете, что я вам скажу о президенте Трампе? Трамп из тех людей, кто в первый день украдет у тебя деньги на обед, на второй день снимет с тебя шапку, а на третий заберет твои кроссовки. Ему совершенно нельзя доверять. Нам нужно сохранять единство. Иран предупредил страны, которые могут присоединиться к американским экономическим ограничениям против Тегерана. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Мохсен Резаи заявил в эфире государственного телевидения, что сначала Тегеран намерен добиваться отказа от таких мер дипломатическим путем. Что касается морской блокады, в ней нет ничего нового. Мы уже несколько месяцев находимся в условиях морской блокады, но продолжаем продавать нашу нефть. Только за последние 1-2 месяца мы продали 70 миллионов баррелей нефти. Первая неделя после соглашения была хорошей, потому что мы отгрузили имевшиеся у нас 70 миллионов баррелей. Каждый день мы продаем столько нефти, сколько добываем за сутки, несмотря на присутствие американских военных кораблей. Вот к чему в итоге свелась морская блокада господина Трампа. Если он решит пойти дальше, наши ответные действия будут сокрушительными. Прежде всего, мы скажем всем соседним странам и странам по всему миру, чтобы они не присоединялись к Соединенным Штатам в их экономической войне. Любая страна, которая примет участие в введении экономических ограничений против нас, будет считаться врагом. Конечно, сначала мы проведем с ними переговоры. Мы поговорим с ними и скажем, чтобы они отошли в сторону и дистанцировались от Соединенных Штатов. Но если они этого не сделают, мы нанесем удар. Мы будем атаковать интересы этой страны. Грузия отказалась присоединяться к новым санкциям Евросоюза против Ирана. В правящей партии «Грузинская мечта» объяснили решение национальными интересами страны. Депутат Тенгиз Шарманашвили заявил, Тбилиси будет поддерживать международные решения только в том случае, если считает их выгодными для Грузии. По его словам, если инициатива противоречит интересам страны, грузинские власти не намерены учитывать, кому еще она может быть выгодна. Шарманашвили также напомнил, что к санкциям против Ирана не присоединились Турция и Сербия. Они, как и Грузия, имеют статус кандидатов на вступление в Евросоюз. Американский авианосец Джордж Вашингтон прибыл на Ближний Восток. Военно-морские силы США опубликовали ночные кадры, которые, по их данным, сняты в Аравийском море. На видео — работа экипажа и взлеты палубной авиации. Линкольн находится в море с ноября прошлого года, а с января работает на Ближнем Востоке на фоне войны США с Ираном. Обычно поход американского авианосца длится от 6 до 9 месяцев. Однако во время боевых действий этот срок может увеличиваться. Американские военные издания ранее сообщали о падении морального духа и попытках самоубийства среди членов экипажа Линкольна. На борту находится около 5000 человек. Пентагон эти сообщения оспаривает. Министр обороны Пит Хексет заявил, что информацию об условиях на авианосце представили в искаженном виде. Теперь основную нагрузку в регионе должен принять Джордж Вашингтон. Его экипажу предстоит работать в условиях сохраняющейся угрозы атак иранских ракет и беспилотников. Китайский человекоподобный робот пробежал 100-метровку быстрее мирового рекорда Усейна Болта. На всемирных играх гуманоидных роботов в Пекине Тяньчжоу преодолел дистанцию за 9,39 секунды. Рекорд Болта, установленный в 2009 году, 9,58. Для скоростного забега робота специально доработали. Ему увеличили длину ног и оптимизировали конструкцию и алгоритмы движения для более быстрого бега. После финиша машина не смогла вовремя остановиться и врезалась в защитную стену. Инженерам пришлось уносить ее на носилках. При этом еще быстрее оказался робот компании Honor. Во время тестового забега он показал 9,32 секунды. Сравнение с рекордом Болта условное. Результаты роботов не относятся к официальным легкоатлетическим рекордам.